Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот шикарный сверкающий ободок из страз. Для создания ободка нам понадобится основа для ободка, мононить, клей для металлических страз, вот такая вот бархатная лента шириной 10 мм, ну и конечно же качественные стразы. Этот набор страз я заказывала в магазине Блеск Страз на Вайлдберрис, ссылочка будет в описании. И что удобно, что мне нравится в наборах страз, это то, что там есть всякие разные размеры, разные формы. Такое разнообразие позволяет разыграться фантазии и делать самые различные украшения, не только для волос, но и расшивать одежду, например. Что мне понравилось, что в наборе страз лежит специальный силикагель для того, чтобы впитывать излишнюю влажность, чтобы наши стразы не окислялись. Само вот это основание страз, оно металлическое и может темнеть со временем, поэтому нужно предохранять его от излишней влаги. Затем я разложила стразы, чтобы посмотреть, какие у нас есть размеры, какие есть формы. В общем, разнообразие мне очень понравилось. Для начала мы подготовим нашу основу. Для этого я беру пластиковый ободок, бархатную ленту шириной 10 мм и буду оплетать этой лентой нашу основу. Для крепления я буду использовать клей V7000, ссылочку на него также оставлю в описании. Клей я буду наносить только на изнаночную сторону нашей основы. На лицевой стороне клея быть не должно, потому что если ленточка приклеится плотно к ободку, сложно будет потом все это прошивать. Так, прикладываем нашу ленту. Я ее прикладываю под углом где-то 45 градусов. Плотно прижимаю к клею и оборачиваю нашу основу. Делаю так, чтобы с изнанки все хорошо приклеилось, а снаружи, с лицевой стороны ободка, нашу основу не было видно. Плотно все закрепляю так, чтобы ленточка хорошо и плотно сидела на нашей основе. И начинаю оборачивать наш ободок. В процессе обмотки лентой ободка я периодически прижимаю очень сильно пальчиками ленту к клею, чтобы клей хорошо схватился и лента крепко держалась. Обматывать лентой я буду только до середины ободка. На середине я обрежу нашу ленту и продолжу обмотку с другой стороны, доведя ее до той же серединки. А стык наших ленточек закроется стразами и его не будет видно. Обрезаем ленту, опаливаем край и приклеиваем к основе. Теперь я буду обматывать лентой с другой стороны точно так же. Теперь наша основа готова к вышивке. Будем обшивать ее красивыми стразами. Перед работой я всегда раскладываю стразы и смотрю, какие стразинки у меня есть. Вот здесь мы видим, что есть 3 больших треугольника. То есть один я буду располагать в серединке и 2 по бокам. Точно так же поступаю с остальными формами и размерами страз, подбирая рисунок. Чтобы точно распределить стразы по рисунку, нам понадобится линейка или портняжный метр. Метром я измеряю ободок или то расстояние, на котором я планирую располагать стразы или бусины.
Здесь у меня получилось примерно 31 сантиметр. Я это отмерила по ободку. И затем я положу на стол и буду раскладывать рисунок страз. Центральную стразу я расположу посередине, это 15,5 сантиметров. И две другие стразы на равном расстоянии от нее. Точно так же я буду выкладывать другие разные стразинки. Выкладывание рисунка – это абсолютно творческий процесс. Здесь вы делаете так, как разыграется ваша фантазия. У вас может получиться совершенно другой рисунок, или если вы возьмете другие стразы, то также будет совершенно другая комбинация. Теперь приступаем к самому главному, к расшиванию стразами ободка. Для этого я использую мононить. Она очень похожа на леску. В принципе, можно использовать тонкую леску, но она имеет свойство запутываться сильнее, чем мононить. Я завязываю обычный узелок и буду закреплять нашу ниточку на ободке. Продеваю иголку и в оставшийся хвостик снова продеваю иголочку, чтобы сделать узелок. И делаю несколько таких узелков. Так наша ниточка будет очень надежно закреплена. Можно ее еще потом слегка смазать клеем 8000, для того, чтобы она уже точно никуда не развязалась, никуда наши стразинки не делись. Начинаю пришивать я всегда с центральной стразы. Центральную стразу я прикладываю в серединку и прошиваю. Прошиваю все стразы как бы крест-накрест. Дырочек в них много для пришивания, поэтому очень удобно можно расположить стразы и надежно их пришить. Еще большие стразы я дополнительно креплю клеем, чтобы они точно уже у нас никуда не делись, чтобы не переживать, что растянется мононить, они куда-то оторвутся. А клей 8000 отлично их держит. Продолжаем пришивать. У меня заканчивается ниточка, и поэтому я ее закрепляю. Где-нибудь под стразой нахожу укромное местечко, где не будет видно наших узелков. Прохожусь несколько раз. И затем я делаю узелок, обрезаю мононить и завязываю пару-тройку узелков. Затем все обрезаю. Можно дополнительно еще закрепить узелок клеем. Затем я продолжаю прошивать сторону ободка, пока не закончится рисунок. Вот я уже закончила одну половинку ободка, и мне показалось, что страз немножко недостаточно, и я еще добавила маленькие стразинки 6 на 6 миллиметров. Ссылочку на них я тоже дам в описании. Теперь расшиваем вторую часть ободка. И вот такой шикарный ободок из страз в конце у нас получается. Можно украсить им свой образ на свадьбу, на любое торжество или на выпускной. Спасибо за просмотр моего мастер-класса. До новых встреч. Пока-пока.